Привет! Мы находимся в комплексе протонной терапии. За моей спиной находится синхротрон. Это ускоритель протонов. Мы их получаем из водорода, ускоряем в колечки и производим выпуск в объект. Сегодня нашим объектом будет являться сцинциллятор. Итак, разместим наш сцинциллятор, вот пучок. Здесь, соответственно, перекрестие лазеров соответствует нулевой координате вывода пучка. Это сцинциллятор натрий-йод со старого прибора. И при прохождении частиц через него вызывается свечение, которое мы как раз таки и будем видеть в нашем эксперименте. А вот тут мы подробно разберем наш эксперимент. То свечение, которое мы видим сейчас, это пучок протонов, попадающий в сцинциллятор. Сцинциллятор – это вещество, обладающее способностью излучать свет при поглощении ионизирующего излучения, таких как гамма-квантов, позитронов, электронов, альфа-частиц, тяжелых заряженных ионов. Основным параметром сцинцилляторов является световыход. Световыход – это количество фотонов, излучаемых сцинциллятором при поглощении определенного количества энергии. Обычно это 1 МЭФ. Большим световыходом считается величина в 50-70 тысяч фотонов на 1 МЭФ. Такое количество фотонов излучает 100-ваттная лампа накаливания за 1 зептосекунду. Источником ионизирующего излучения в данном эксперименте являются протоны, полученные на синхротроне. На данном ускорителе можно получить протоны с энергией от 30 до 250 МЭФ с интенсивностью 2 миллиарда протонов за 1 секунду. Длительность вывода протонного пучка нашего ускорителя 250 миллисекунд. Уникальные физические свойства протонных пучков – так называемый пик Брега. Пик позволяет формировать такое глубинное дозное распределение, при котором наибольшее значение поглощенной дозы достигается в конце пробега частицы. На сцинцилляторе видно невооруженным глазом разные пробеги протонов в зависимости от их энергии. В конце пробега явно видно более интенсивное свечение, что обусловлено пиком Брега. Протоны применяются в лучевой терапии онкологических заболеваний, для наработки изотопов, таких как фтор-18, используемые в позитронно-эмиссионной томографии, а также в ядерно-физических исследованиях. Сегодня мы с вами запускали синхротрон, получали пучок протонов, выгружали протоны в сцинциллятор, смотрели, как проходят протоны через сцинциллятор. Протоны наши были разных энергий, от 40 до 250 МЭФ.